Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как сделать развал схождения передних колес своими руками на автомобиле ЗАЗ Таврия Славута. Эту операцию лучше проводить на СТО, но сейчас военное время, поэтому я сделаю все своими руками. Последний раз я менял кулак передней ступицы, и теперь необходимо сделать развал схождения, потому что колесо стоит совсем на бекрень. Для этого нам понадобится обычная линейка или штангенциркуль, шнурок, магнит, небольшой груз или обычная гайка. Видно, что переднее колесо стоит совсем неровно, поэтому оно виляет и тяжело на нем ездить. Нам понадобится обычный шнур, магнит или другая тяжелая часть, которую я магничу к корпусу строго по центру переднего колеса. Затем опускаем этот отвес так, чтобы он был строго по центру колеса. И рисуем карандашом метку вверху и внизу по крышке. Теперь с помощью штангенциркуля замеряем расстояние от нитки до обода колеса сверху и снизу. И в соответствии с этим делаем регулировку колеса. Вверху расстояние 4,3 сантиметра, а внизу 2,5. Очень большой расход. Неровность колеса видно даже невооруженным взглядом. Колесо очень завалено. Будем его регулировать. Затем берем ключ на 19, головку, и откручиваем нижнюю гайку фиксации передней стойки. В верхней части болта стойки есть эксцентрик. Теперь необходимо его провернуть так, чтобы колесо стало строго вертикально. Теперь немного подонкрачиваем автомобиль и поднимаем переднее правое колесо. Вот колесо подвесилось, и можно его регулировать. И ключом на 19 для закручивания колес прокручиваем эксцентрик по часовой стрелке. Немного прокрутив, проверяем снова вертикаль на шнуре. Теперь замеряем снова расстояние сверху и снизу от шнура до диска колеса. Вверху 39 миллиметров. А внизу 37 миллиметров. Значит, колесо выставлено правильно. Вот развал колеса выставлен. Осталось только затянуть все фиксаторные болты и гайки, и работа будет завершена на этом этапе. Придерживаем эксцентрик от проворачивания и затягиваем болты. Теперь осталось снять с донкрата колесо, еще раз проверить развал колеса, и можно приступить к работе с другой стороны. На следующем этапе необходимо отрегулировать расхождение колес. У нас машина переднеприводная, Славута, поэтому расхождение должно быть 3 мм, то есть переднее расстояние больше, чем заднее. Если у вас автомобиль заднеприводный, то переднее расстояние должно быть меньше, а заднее больше, на те же 3 мм. Для такой работы желательно иметь раздвижную линейку, но у меня такой нет, поэтому я воспользуюсь обычной рулеткой, которая тоже имеет хорошую жесткость. Сначала находим две точки на переднем правом и левом колесе с задней стороны и замеряем расстояние между ними. Мое расстояние 116,7 мм. Теперь замеряем переднее расстояние между колесами. Здесь расстояние равняется 117 мм. Разница расстояний как раз 3 мм. Значит, развал выставлен правильно, и не будем его трогать. Если же расстояние отличается на большую или меньшую сторону, то необходимо открутить рулевые тяги и, регулируя их, укорачивая или удлиняя, выравниваем эти расстояния до разницы 3 мм. И вот работа
по регулировке развала схождения на автомобиле завершена. Осталось только выехать на дорогу и проверить, как автомобиль входит в повороты и устойчивость на дороге. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как своими руками отрегулировать развал схождения передних колес на автомобиле ЗАЗ Таврия Славута. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!